Хобби – это любимое занятие, которое не имеет отношения к профессиональной деятельности, и у некоторых композиторов оно тоже было, а у кого-то и по несколько. Это позволяло поднять настроение, развить новые навыки и расширить кругозор, что для творческого человека очень важно. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Георг Фридрих Гендель собирал коллекцию живописи. К концу его жизни она насчитывала более 70 картин. Вольфганг Амадей Моцарт любил бильярд, карточные фокусы, а также домашних животных. Он держал маленьких собачек из скворца, который мог насвистывать тему из его фортепианного концерта номер 17 с ошибкой в одну ноту, что очень веселило композитора. Людвиг ван Бетховен был фанатом ходьбы. В любую погоду он проходил по несколько километров в очень быстром темпе. Его маршруты пролегали в окрестностях Вены. Быстрая ходьба была для него способом стимуляции творческого вдохновения. Михаил Иванович Глинка был натуралистом-любителем. В его письмах описываются все животные, которых он видел в иностранных зоопарках. Редкие породы уток, троглодиты – так тогда называли человекообразных обезьян. В его родовом имении Новоспасское была специальная птичья комната, где жила стайка разных видов пернатых. Куда бы он ни приезжал, обязательно заводил себе птичек, а когда уезжал, выпускал их на волю. Джоаккино Россини был кулинаром. Хорошо приготовленную еду он ценил ничуть не меньше, чем музыку. Ему приписывают множество рецептов. Еду он воспел и в своей музыке. Например, первая пьеса из цикла для фортепиано «Четыре закуски» под названием «Редис», которая начинается с траурного вступления. Почему траурного? В это время Россини был уже не молод, болел заболеваниями желудочно-кишечного тракта и не имел зубов. Какая уж тут редиска. Рихард Вагнер был заядлым собачником. У него в разные годы жили пудели, сенбернары, ньюфаундленды, спаниели, гончая и пинчеры. Вагнер всегда подбирал на улице больных собак и лечил их. Больше всего он любил ньюфаундлендов. Его любимый пес Рус похоронен в ногах его могилы. Сергей Сергеевич Прокофьев был шахматистом. У него был первый разряд, и он не пропускал ни одного международного шахматного турнира в качестве болельщика. Один раз он даже выиграл у прославленного гроссмейстера Савелия Григорьевича Тартаковера, а один раз у чемпиона мира Хосе Капабланки. И один раз сыграл в ничью с другим чемпионом Эммануилом Ласкером. Сергей Васильевич Рахманинов был автомобилистом. У него был один из первых в России частных авто. Это был дорогой автомобиль немецкой марки Лорелея красного цвета. Следующей его машиной был Мерседес. Для ухода и ремонта он нанял шофера-механика. В эмиграции же он ездил на американских Кадиллак и Линкольн. Арнольд Шонберг был художником и даже участвовал в серьезных выставках. Репродукции его работ печатались в модном мюнхенском журнале «Голубой всадник», рядом с работами Сезанна, Матисса, Ван Гога, Кандинского и Пикассо. Любимая тема Шонберга – автопортрет. Их у него много, и все они выполнены в экспрессионистской манере. Например, его голова в синем цвете и без одного уха. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!